В один осенний день, когда московское небо затянуло свинцовыми тучами, в тишине царских покоев звучал шепот. Переписчики сложили старые свитки и, сдерживая волнение, внесли в летописи изменения, которые еще никто не замечал. На первый взгляд казалось бы, что это обычная коррекция, но среди строк исчезали целые эпохи. Княжьи даты, имена, даже годы рождения и смерти самых известных бояр, тысячи строк переписывались. Некоторые страницы просто вырывали из древних книг и превращали в пыль, чтобы никто не догадался, чего именно нет. Сам Иван Васильевич внимательно следил за этим процессом. Он буквально требовал точности. Уже тогда к нему стекались самые талантливые писцы и математики со всех концов Руси. Они закрывали двери, перемешивали чернила и брали самые прочные пергаменты. В ту эпоху царских реформ исчезли не только банальные жития, но и целые летописи крупных городов. Например, более старые записи Нижегородской земли после визита царских приказчиков стали редкостью, а то и вовсе исчезли из архивов. Даже в Твери и Костроме, где старообрядцы гордились своими рукописями, книги исчезли ночью, вместе с хранителями. Самое поразительное – расшифровка лет Иванова царствования. В обычных хрониках пропали десятки сезонов правления, а разночтения в списках великих князей московских выросли настолько, что у современных исследователей уходит целая жизнь на их сопоставление. К примеру, в одном переписанном манускрипте встречается загадочный промежуток в 12 зим, когда будто бы не происходило ничего, ни войн, ни свадеб, ни смертей. В других же на тех же сроках значатся иные имена и события, будто бы речь идет о совершенно другой стране. Такие нестыковки не случайны, специально вскрывалось и менялось то, что еще недавно считалось непреложной истиной. В этот период царские чиновники начали особую кампанию в храмах. В монастырях Новгорода и Пскова с алтарей снимали старинные доски, на которых были вырезаны даты освящения. Вместо этого по всей Руси выстраивались новые памятники, на которых врезались уже другие годы и имена. Слухи о массовом исчезновении летописцев разлетались по белокаменным городам. Даже в далекой Соловецкой обители хранители книг зарывали в землю уцелевшие листы, чтобы их не нашли царские люди. Но самое загадочное происходило в царских амбарах, где хранились большие запасы календарей. Здесь были сложены сотни старых таблиц и лунных циклов. Многие из них были написаны на тонких берестяных лентах. Члены особой комиссии сравнивали их с новыми расчетами. Один из царских математиков нашел несостыковку сразу в 7 разных календарях, где пропадала целая эпоха, порядка 20 с лишним лет. По царскому указу эти ошибки сразу же уничтожались, а писцов сажали за попытку спрятать даже клочок бумаги. В это же время по России прокатилась волна смены церковных праздников. Паломники оказывались не в тот день, что привыкли, и никто не понимал, как так вышло. Иван Васильевич не только не скрывал своего участия в этих изменениях, но и ввел жесткие законы. Даже за чтение старых рукописей грозило наказание. За одну ночь исчезли десятки тысяч документов, и ни одна хроника не могла похвастаться целостностью. Переписчики работали при свете свечей неделями, иногда прямо в подземных залах Кремля. Иногда до них доходили слухи о том, что и самые древние книги, привезенные из Константинополя или Владимира, вскоре отправятся на костер. Но кому и зачем понадобилась такая тотальная зачистка истории? Слухи передавались из уст в уста, и даже самые смелые бояре опасались задавать вопросы. В стенах царских покоев часто поднимались темы о времени, календарях и каком-то секретном знании, о котором знали лишь избранные. Но что именно искал Иван Грозный, заставляя целую страну забыть свое прошлое? Впереди скрывался неожиданный ответ, с которым связано исчезновение целых эпох и загадка самых важных дат русского мира. В тот момент, когда русские летописи будто лишились дыхания, события происходили с удивительной скоростью. Обычные люди просыпались утром и внезапно узнавали, что дни, связанные с памятью их предков, больше не существовали. В княжеских палатах спорили, почему в новых книгах не находят ни одного упоминания о великих походах, когда царь Иван Васильевич еще только формировал свою дружину. Даже купцы, приезжавшие из Новгорода, теряли следы контрактов и торговых записей, которые раньше украшали стены их домов. Все исчезало, страницы исчезали из-под рук, а старые книги становились лишь наборами пустых листов. В Москве по улочкам ходили слухи, что исчезновение дат было не случайностью, а результатом тщательно продуманной операции. С наступлением сумерек московские служители пробирались к архивам. Они не прятались, но действовали так быстро, что даже стража не успевала понять, что происходит. За одну ночь могли испариться целые сборники, в которых стояли подписи легендарных князей из династии Рюрика. Знаменитая книга родословных татарских князей пропала вместе с мастером, который ее составлял.
В старых храмах монахи оставляли записи, но уже через неделю новые летописцы перезаписывали все начисто, будто прежних дат и не было вовсе. Один из самых громких инцидентов произошел в Троицком монастыре. Там местный настоятель хранил несколько особых рукописей, в которых значились старые святые даты и дни великих чудес. Ночью к монастырю подъехала царская карета, из которой вышли люди в темных кафтанах. Они забрали короб с летописями, а поутру в келье настоятеля нашли только следы пепла. Книги сожгли прямо во дворе монастыря. Монахи были вынуждены переписать все даты по новым указаниям, а те, кто пытался сопротивляться, просто исчезали без следа. В Костроме на глазах у всей общины выносили из собора старинные доски с датами основания города. Один седой старец пытался встать на защиту этих деревяшек, но его схватили и увели прямо на глазах у толпы. С тех пор никто не пытался спорить с царскими писцами. Спорить с ними означало либо попасть в тюрьму, либо навсегда исчезнуть среди множества тех, кто пытался найти истину. Великий Новгород пережил похожую катастрофу. Там за одну ночь сгорела половина монастырской библиотеки, в которой хранили летописи о рождении города, о славных походах на шведов и о древних святынях. Жители собирались на площади и с замиранием сердца следили за тем, как языки пламени пожирают их прошлое. Наутро на месте библиотеки нашли свежий камень, на котором была выбита новая дата основания, гораздо более поздняя, чем помнили старожилы. Методы, которыми изымали и уничтожали даты, были всегда разными. В некоторых случаях достаточно было официального царского указа. В других приходили с воинами и священниками, собирая все старые рукописи в одну большую бочку, чтобы сжечь их или утопить в реке. Иногда исчезали даже целые семьи летописцев. Никто не знал, куда они пропали, но их дома зарастали бурьяном и больше не открывались для гостей. Главную роль в этом переписывании играли не только чиновники, но и астрономы, приглашенные со всех уголков страны. Они работали над новыми вычислениями, чтобы старые даты перестали совпадать с астрономическими событиями. Стоило только найти ошибку в календаре, ее тут же устраняли, а все упоминания о старом порядке стирали. Это приводило к тому, что даже церковные праздники начинали выпадать на другие дни. Люди не понимали, почему более не совпадают солнечные и лунные циклы с их привычным порядком жизни. В Кремле ходили по рукам новые календари, только самые приближенные к царю имели к ним доступ. Обычный люд был обязан придерживаться официальной версии. Каждый, кто пытался сохранить у себя хоть клочок бумаги со старой датой, рисковал всем, даже жизнью. По всей стране исчезали особые знаки на стенах, вырезанные доски захоронения с датами. Древние надгробия переписывали, а самые старые просто снимали ночью и увозили в неизвестном направлении. Царские переписчики не останавливались ни перед чем. В течение нескольких месяцев они переместили акцент с прошлого на настоящее и будущее. Они уничтожили даже записи о династиях, которые, по их мнению, больше не должны были быть известны народу. По всей стране возникал хаос, старейшие семьи лишались корней, а историки не могли объяснить, почему между двумя важными событиями исчезла целая эпоха. Все это переписывание не было капризом или проявлением безумия. В действиях Ивана Васильевича прослеживалась жесткая система и четкая цель. Вскоре станет понятно, что за публичной чисткой истории скрывается не просто перепись дат, а нечто куда более масштабное, чем мог предположить даже самый опытный летописец. В стенах Московского Кремля наступала эпоха потрясений, когда привычный ход времени менялся буквально за одну ночь. Иван Васильевич под видом борьбы с невежественными заблуждениями приказал ввести совершенно новый календарный порядок, не похожий ни на византийский, ни на западноевропейский. Для большинства людей это выглядело как еще одна царская прихоть, однако на деле начиналась масштабная операция по полной замене самого времени. Для выполнения грандиозной задачи царь собрал комиссию из лучших математиков, астрономов и летописцев. Первым делом было приказано уничтожить старые таблицы солнечных затмений и лунных циклов, а затем заменить их на новые, составленные по неизведанным до этого принципам. Церковники неохотно согласились отмечать Пасху, Рождество и прочие праздники в неожиданные дни. Иногда новые даты выпадали в самое неподходящее время, кто-то готовился к посту, а оказывалось, что праздник уже прошел или только впереди. Для московских бояр перемены обернулись катастрофой. Семейные архивы, где вели счет каждому дню рождения, крещению и смерти, оказались бесполезными. Теперь в новых книгах значились совсем другие даты. Хроники родословных теряли смысл. Между двумя братскими свадьбами могло вдруг оказаться 20 лет ничего, а иногда наоборот, события будто сдвигались на сезон или два вперед. На рынках Новгорода торговцы с удивлением узнавали, что день, считавшийся выгодным для сделок, теперь был объявлен неблагоприятным, потому что календарь сдвинул все на месяц дальше.
Царские гонцы ежедневно разносили по всей Руси новые таблицы, где недели и месяцы обозначались не так, как раньше. В Пскове крестьяне, пересчитывая дни до жатвы, заметили, что обычная последовательность разрывается, и теперь сеять и жать надо в другие дни. У староверов начались волнения, ведь в их традициях важную роль играли правильные дни молитв и постов. За неподчинение новым расчетам грозило наказание вплоть до тюремного заключения. В это же время астрономы из стрельциных палат приступили к составлению новых лунных и солнечных таблиц. Для этого их запирали на неделе в башнях, выдавали новые чернила и запрещали пользоваться прежними расчетами. Только один человек из сотни имел право свериться с оригиналом, остальные писали на глаз по указанию самых приближенных к Ивану математиков. Старые астрономические инструменты либо ломали, либо увозили в недоступные подвалы, чтобы никто не мог пересчитать прошлое. Во всех крупных соборах и церквях по приказу царя постепенно начали менять памятные доски, где значились строительные и освященные даты. Каменщики сбивали старые надписи и аккуратно вырезали новые, иногда на десятки лет моложе или старше прежних. Священнослужители обязаны были читать только по новым книгам, а тех, кто увлечен в чтении старых, тут же сдавали в руки царской стражи. Даже в монастырях, славившихся древней историей, настоятелям велели уничтожить старые Евангелия, сохранив только правильно датированные копии. Простые люди по всей стране недоумевали, жития святых, которых почитали веками, вдруг оказывались перепутаны. Календарь святых дней меняли не только для русского народа, но и для пришлых купцов и гостей. Ни в одной лавке Великого Устюга больше нельзя было купить праздничный хлеб на старую дату, теперь выпекали только к новым праздникам. Старики из северных деревень собирали тайные собрания, чтобы попытаться восстановить потерянную нить событий, но каждый раз их рассказы пересекались с новой официальной версией. Почти одновременно исчезли старые брачные и земельные контракты. Новые чиновники переписывали их заново, согласовывая с новыми датами. Это порождало массу споров. Вчерашний землевладелец внезапно утрачивал права, потому что его дата теперь принадлежала другому дому. Те, кто пытались вернуть утраченное через суд, сталкивались с неизбежным. Ни один архив не подтверждал прежних дат, все свидетельства исчезали с невероятной скоростью. Самым загадочным оставался вопрос, почему были выбраны именно такие новые числа и сезоны. В расчетах царских математиков встречались странные совпадения с древними астрологическими схемами, которые позже раскрылись лишь частично. Современники замечали, что в великие дни побед и поражений Ивана Васильевича начинали совпадать с загадочными звездными явлениями, а его личные праздники устраивали именно в те ночи, когда ни одна старая традиция не имела смысла. Пока в столице царил хаос, по ночам в царских мастерских работали мастера, гравируя на новых часах и астролябиях ранее небывалые деления. Даже зарубежные послы запутывались, важные государственные приемы назначали на невиданные числа, а новые летописцы исправляли любые упоминания старых дат в документах. Русский календарь перестал быть похожим на какой-либо другой в мире, его циклы и праздники не совпадали ни с западными, ни с восточными летоисчислениями. Но самые большие секреты Ивана Васильевича хранились не в указах, а в том, что осталось скрытым от глаз даже верных соратников. Становилось ясно, новая система считала время по неведомому еще принципу, и вся эта революция имела цель куда более глубокую, чем просто административный порядок. Именно это открытие подтолкнет нас в следующей части к загадкам, спрятанным прямо на стенах храмов и в забытых фолиантах, которые никогда не покажут простому человеку. С наступлением перемен в кремлевских палатах события в храмах и монастырях закрутились с головокружительной скоростью. В ту же зиму, когда гонцы царя разнесли по Руси новые календарные таблицы, в соборах началась работа по замене памятных досок и стен с надписями. В ночь на Великий пост в Новгороде к Софийскому собору подъехал десяток мужей в темной одежде. Они вошли через боковые двери и тут же начали сбивать с алтаря дубовую доску, где была вырезана дата освящения собора и имена первых строителей. Доску разбили, собрали осколки и вынесли в мешках, а на ее месте через 3 дня появилась новая, с другим числом и измененными именами. Местные монахи с опаской смотрели на происходящее, но молчали, не рискуя спорить с царскими приказчиками. В Пскове работа шла иначе. Переписчики приносили в храм церковные книги с житиями и служебниками, долго сравнивали даты праздников, а затем острием ножа срезали с листа целые абзацы. Иногда от старой книги оставалось лишь жалкое подобие того, что хранилось в ней веками. Священников, которые пытались сопротивляться, просто меняли на новых, приехавших из Москвы.
В некоторых соборах при переписке даже был случай, когда полностью исчезла глава о местном святом, а вместо нее вставили рассказ совсем о другом человеке, с новой датой рождения и смерти. В Костроме группа царских зодчих и писцов вошла в собор во время службы. Не дожидаясь окончания молитвы, они расселись за алтарем и начали вырезать надписи на стенах. Одна из них гласила о чудесах, совершенных местным архиепископом 100 лет назад, но переписчики выскоблили имя святого и написали другое, более правильное по новым расчетам. В тот же день жители города заметили, что у всех храмовых ворот исчезли резные таблички с годами основания. Ночью их сняли, а вместо них повесили новые, на которых даты были изменены на 20 или даже 30 лет. Царские люди работали не только в крупных городах. В маленьких деревенских храмах на севере страны старых священников заставляли переписывать метрические книги. Те, кто отказывался, исчезали уже утром. Из одной церкви в Архангельской земле выносили и жгли прямо на дворе толстые реестры с датами крещений, браков и смертей. Так исчезали целые поколения, записи которых больше никто не видел. Работа кипела и в монастырских библиотеках. В Троице-Сергиевой лавре за месяц собрали и уничтожили больше 60 рукописей с древними календарями, а вместо них монахи получили копии с исправленной системой летосчисления. Секретарь лавры записывал новые даты освященных мощей, иногда просто выдумывая их на ходу по указке переписчиков. Некоторые монахи пытались прятать старые книги в тайниках и склепах, но за ними следили. Один из тайников обнаружили случайно, когда ночью из стены выпала кирпичина с потайной запиской. Найденные рукописи немедленно сожгли на дворе, а виновного отправили в тюремную башню. В самом Кремле смена коснулась самых древних фолиантов. В скрипториях приказали вышивать новые золотые украшения на обложках церковных книг, но дату изготовления велели ставить по новым расчетам. Книжники порой стирали слой с пергамента, чтобы нанести свежие числа. Однажды в царской библиотеке нашли сразу 3 экземпляра «Апостола», где один и тот же текст сопровождался разными числами – на 6, 12 и даже 20 лет разницы. За такие совпадения служителей строго наказывали, а иногда и вовсе исчезали во мраке палат. На рынках праздничные торговцы теряли старые списки церковных ярмарок, все переписывалось с новыми датами. Писцы разъезжали по окрестным монастырям, сверяли таблицы праздников, а если находили ошибку, тут же вырывали или прожигали страницу. Хроники о старых купеческих династиях теряли хронологию. Свадьбы, похороны, сделки теперь выпадали на непонятные годы, а старейшины не могли объяснить, почему даты молодых браков сдвинуты чуть ли не на десятилетия. Даже в иностранной слободе Москвы царские чиновники искали старые календари и церковные книги у иностранных купцов. Те, кто пытался вывозить документы за город, лишались лицензии на торговлю, а найденные рукописи с датами из прежнего счета уничтожали публично. Их жгли в особых кострах у стен Серебряного двора. Такие показательные расправы быстро разнесли весть по всем землям. Теперь никто не мог быть уверен в своих родословных или семейных хрониках. Самым странным оказалось то, что изменения затронули не только церковные памятники, но и обычные дома. В некоторых городах с надгробий на кладбищах сбивали цифры, а на их место ставили новые. Иногда семьи вдруг узнавали, что их предки умерли совсем в другие времена. Родовые книги превращались в путаницу. Между новыми и старыми годами исчезали целые поколения, словно кто-то нарочно рвал нить памяти. Операция по изменению дат велась настолько быстро и тайно, что даже часть дворян не осознавала масштабов происходящего. Многие утрачивали древние привилегии, потому что их родословные теперь выглядели младше лет на 20. Верификацию документов проводили чиновники, полностью зависимые от царя, и только они могли вручить новое подтверждение о возрасте храма, семьи или древнего двора. На этот раз Иван Васильевич не допускал ни малейшей вольности, каждое малейшее расхождение с новым порядком каралось. Храмы, книги, надписи на стенах, семьи и даже могильные камни – все это переписывалось под единый стандарт, который существовал только в умах избранных. Но даже самая надежная система требует легенд, и именно они возникли в народе после первых лет календарной революции, когда исчезнувшие династии и забытую родословную начали вспоминать только в шепоте за закрытыми ставнями. В самой гуще перемен, когда по всей Руси уничтожались летописи, в народе начали ходить странные истории о потерянных династиях и легендарных семьях, которых будто никогда не существовало. В белокаменных княжествах бояре собирались на тайные вечера, где старейшины шепотом обсуждали исчезновение своих древних родословных. Один из князей Владимирской земли утверждал, что его семья ведет начало от великого воина, погибшего якобы за несколько поколений до появления Ивана Васильевича, но в новых книгах его деда и даже отца уже не существовало.
Оказалось, что целые ветви знатных фамилий исчезли с лиц списков. В родословных таблицах между двумя поколениями зияли пустоты, а имена, когда-то внесенные золотом, были стерты или заменены на незнакомые. В Новгороде старики рассказывали о загадочном исчезновении рода, некогда владевшего большей частью Волховской земли. Их герб еще можно было найти на сбитых досках старой церкви, но все новые книги говорили, что такого рода отродясь не было. Купцы, которые вели большой торговый дом на Устюге, оставили после себя иконы с подписанными датами, но новые священники уверяли, что названия принадлежали чужим семьям. Даже в Нижнем Новгороде нашелся мастер, чья рука помнила печати исчезнувших бояр, но его самого вскоре не стало. Он исчез после непродолжительного допроса в приказной избе. Самыми загадочными были бродячие предания о целых городах, которые, по словам очевидцев, исчезли не только из летописей, но и с карт Руси. Старые пахари из Рязанского края вспоминали о поселениях на Иртише, где жили их деды, но, открыв новые книги, с изумлением видели, что таких мест теперь не существовало. Паломники, что отправлялись за святыми мощами в знаменитые монастыри, иногда не могли найти даже упоминания о давно существующих обителях. На их месте теперь значились поля или перелески, а в новых житиях святых отсутствовала всякая связь с прежними святынями. В Пскове разносчики хлеба обсуждали исчезнувшую династию купцов, которые ежегодно устраивали огромные ярмарки, а теперь их никто не мог вспомнить, даже самые старые купцы молчали, будто дав клятву. В Костроме исчезла летопись о семье зодчих, строивших храмы на всем севере. Новые книги утверждали, что их труда никогда не было, а имена мастеров оказались подменены на чужие, случайные или выдуманные. На западе Руси в записях о бракосочетаниях исчезли фамилии, благодаря которым держались целые деревни. Теперь эти семьи будто бы никогда не вступали в брак и не рождали детей. Иногда перемены доходили до полного абсурда. В одной из столичных семей родословная прерывалась внезапно. Глава дома долго искал подтверждения о своих предках, но все официальные документы, выдававшиеся в приказе, содержали другие имена и даже годы. Между двумя поколениями появлялось 20 и более лет, а свадьбы и похороны, записанные в семейных хрониках, больше не совпадали с городскими списками. Не только фамилии и поселения исчезали. В церковных хрониках начинали появляться новые святые или, наоборот, исчезали известные чудотворцы, особенно если их почитание связано было с определенными датами, не совпадающими с новым порядком. В Троицких и Соловецких монастырях выгорали списки чудес, совершенных века назад, а на их месте переписчики аккуратно вносили новые события, иногда просто сочиняя их по памяти старых монахов. За попытку протестовать монаха сразу отправляли в темную келью или ссылали в самые дальние скиты. Особенно сильно ударило переписывание по татарским и литовским династиям. Книги о союзах и войнах между князьями теперь содержали другие фамилии и даты, а корни древних семей были буквально вырваны из летописей. Из Казанского архива исчезла целая летопись о династии правителей Булгара, и даже послы из Орды, прибывшие на переговоры, недоумевали, почему московские князья теперь не признают прежних договоренностей. В Архангельской земле старики клялись, что их род ведет отсчет от морских купцов, но теперь любой, кто упоминал прежние фамилии, считался еретиком и лишался всяких прав. В больших городах даже среди простого народа возникали странные истории. Один кузнец утверждал, что девка из соседней деревни из знатного рода, но ее семья в новых реестрах почему-то называлась чужой. На погостах местные крестьяне с удивлением видели новые надгробия на месте старых, а даты на могильных камнях не соответствовали тому, что рассказывали в деревнях. Вскоре даже иностранцы начали рассказывать о русских исчезнувших династиях. Послы из Ливонии растерялись, когда в Москве не смогли найти ни одного упоминания о князьях, с которыми заключали договоры недавно. Польские летописцы недоумевали, почему договоры с Москвой теперь датированы неверными годами, а фамилии русских послов будто бы возникли из ниоткуда. Чем дольше длилась эта чистка, тем больше людей забывало прежние имена и даты, а в некоторых городах даже старейшины переставали помнить, кто и когда правил или строил соборы. Молодежь быстро привыкала к новым записям, а любые подозрения в подмене истории карались так же строго, как и раньше. В Кремле тем временем продолжалось переписывание. Особая комиссия под руководством царских математиков работала над тем, чтобы новый порядок дат стал непререкаемой истиной. Все это происходило так быстро и с такой жесткой целеустремленностью, что народные легенды начали дополняться домыслами об исчезнувших королях, о династиях, вычеркнутых из истории, и о том, что новую хронологию теперь можно было оспаривать разве что в самых тайных застенках. Именно эта масса исчезнувших фамилий, городов и событий за несколько зим превратилась в особый пласт фольклора.
запретные династии и истории, которые боялись вспоминать даже в кругу семьи. И хотя простому человеку не суждено было узнать правду, каждый знал, теперь прошлое принадлежит только тем, кто держит в руках новый календарь и новую истину, а вся страна оказалась на пороге величайших перемен, чья цель и истинный замысел только начинали проявляться. В ту осень, когда последние листы старых календарей сжигали во дворе Кремля, реки времени на Руси течь стали иначе. Иван Васильевич не просто менял праздники и переписывал летописи, он разорвал связь между старым и новым миром, заставив всю страну считать время заново. В западных посольствах растерянные гонцы пересчитывали даты московских дипломатических писем. Прежние расчеты не совпадали ни с одним европейским или восточным календарем. На королевских дворах Англии и Франции послы лихорадочно совещались. За одну зиму московский царь сделал страну недосягаемой для чужих историков и хронистов. Первые последствия почувствовали прибывшие в столицу торговцы Лондона. Они обнаружили, договоры, заключенные в прошлом сезоне, потеряли официальную силу, ведь в Москве появился новый счет времени. Поляки и литовцы тщетно искали в московских архивах подтверждения старых союзов и купчих, даты разошлись, и любые претензии теперь объявляли ошибкой или подделкой. В Орде послы долго спорили, доказывая, что их дипломатические грамоты некогда были заверены княжеской печатью, но московские чиновники смотрели на них с удивлением. Таких писем у нас никогда не было. На приграничных землях царские воеводы вели перепись не только людей и земель, но и событий. Хроники набегов, битв и мира за предыдущие десятки лет правились заново, во многих случаях целые войны исчезали из памяти людей. В донских станицах казаки вдруг обнаруживали, что их прежние заслуги перед государем исчезли из всех реестров, а старейшины напрасно пытались доказать свою верность на новых слушаниях. Яркие свидетельства военных походов или обороны от врага теперь стали ничейными, ни один документ больше не подтверждал их. Особый размах переписывания получило во время переговоров с иностранными миссиями. Английский торговый агент Ричард Ченслер в дневнике жаловался, что не может вести официальную переписку, так как московские календарные даты не совпадают с привычными европейскими сроками. Даже немецкие купцы в Нарве внезапно перестали признавать долги русских коллег, договоры и расписки теряли свою силу, ведь день и месяц в них теперь были неверными. Для соседних королевств Россия превратилась в страну без прошлого, они не могли опереться на ни одну хронологию, чтобы предъявить претензии или поддержать союзников. Но самые большие перемены произошли внутри самой страны. Семейные традиции, передававшиеся из поколения в поколение, лишились точек опоры. В боярских палатах спешно уничтожали старые грамоты, а новые выпускались по свежим правилам. Теперь древний дворянин мог за ночь превратиться в выскочку, чей род появился лишь вчера. На юге и востоке царские послы повелевали местным князьям предоставлять новые клятвы верности, ведь прежние даты считались недействительными. В Пскове и Новгороде, где раньше гордились древними фолиантами и ярмарочными привилегиями, теперь все подтверждения нужно было обновлять на основании нового порядка. Реакция церкви была неоднозначной. Часть высшего духовенства пыталась сохранить хоть какую-то преемственность, но царские гонцы привозили новые пасхалии и приказывали сменить даты даже у мощей местных святых. Все знаменательные события прошлого, чудеса, посвящения, победа над врагами теперь отмечались на новые числа. В некоторых монастырях монахи пытались спрятать старые книги, но их быстро находили, и за один вечер исчезали целые библиотеки. В этот же период на восточных границах страны чиновники царя начали приводить в соответствие даты договоров даже с крымскими татарами. Были случаи, когда за попытку потребовать выплаты по прежнему контракту высылали целую татарскую делегацию из Москвы, объявляя документы ложными. На севере у архангельских купцов, занимавшихся морской торговлей, изымали доказательства их прав на старые земли, ведь дата владения больше не подтверждалась ни одной печатью. Реформы Ивана Васильевича захватили даже тех, кто никогда не бывал в столице. В небольших селах на дальних окраинах объявляли перемены. Переписывались брачные и земельные книги, уничтожались документы с прежними сезонами, а в церквях на новые даты венчали и крестили детей. Те, кто пытался спорить, лишались не только бумаги, но и имущества. Новые чиновники действовали с невиданной жесткостью, опираясь на единую хронологию. Так исчезали последние связи с прошлым даже у простых земледельцев и ремесленников. Но главное последствие нового календаря проявилось тогда, когда Русь стала недоступна для внешних историков. Любой, кто пытался вести параллельное летоисчисление, быстро сталкивался с невозможностью доказать свою правоту.
Даже западные ученые и путешественники, пытавшиеся сравнить русские события с европейскими, оказывались в тупике, и в церквях, и в светских архивах теперь все подчинялось совершенно иной логике времени. Москва превратилась в загадку, а Иван Васильевич — в единственного обладателя ключа к этой загадке. Операция по созданию единого календаря дала Ивану Васильевичу огромную власть. Теперь никто не мог оспорить решение царя через старую грамоту или древний договор. Любая попытка напомнить о прежних заслугах или правах гасилась указом. Только новая дата, только новый порядок. В этой системе терялись и неудобные династии, и прошлые конфликты, и старые союзы. Вся русская история начиналась с чистого листа, где царь был не только вершителем судеб, но и повелителем времени. Это изменение моментально замкнуло Старую Русь в собственных границах, оставив ее загадочной для всех, кто пытался проникнуть в суть событий и связать их с историей других государств. Только избранные знали настоящую причину перемен и могли читать скрытый смысл новых таблиц и дат. Именно тогда, вслед за этими событиями, Европа впервые осознала: на Востоке есть держава, где прошлое принадлежит не народу, а власти, и где каждое мгновение может быть переписано по воле одного человека. На этом фоне череда исчезновений, перерожденных праздников и новых хронологий стала поворотным моментом, тотальным разрывом с прошлым и созданием такой загадки, разгадать которую не удавалось ни одному иностранцу еще долгие столетия. Так Иван Грозный не сошел с ума. Он навсегда изменил не только русскую, но и мировую историю, оставив после себя страну, где время подчинялось не звездам, а воле одного царя.